My name is Mary W, and I'm a debtor. Привет, меня зовут Мэри W, и я должница. I want to welcome everybody and encourage everyone to turn on your video because I'm about to share very personally, and I don't like speaking into the void. Она просит всех включить камеры, насколько это будет возможно, потому что она будет делиться чем-то очень личным и персональным, и не хотела бы разговаривать в пустоту. Thank you. My story starts when my story in Debtors Anonymous starts when I was 29 years old. I had really had my story starts when I was 29 years old. I was living in New York City, and I was an artist. I was a painter. Thank you. If you can do those sort of two or three sentences, that would be very beneficial. Моя история начинается с 29 лет. Я жила на тот момент в Нью-Йорке. Я была артист, я? Yeah. Я была актрисой. I am the oldest of 5 children, and my father is an Episcopal priest. Я самая старшая из 5 детей, и мой отец был представителем церкви, то есть проповедником. My mother grew up in a well-to-do family in San Diego and went to Stanford University and wore cashmere sweaters and owned a red MG. Я была в университете, у меня были кашмировые свитера и старая машина под маркой MG. My father grew up during the Depression, and he lived with his family in a tent in other people's backyards. Понятно. Это она про маму рассказывала. У мамы этот был старый MG, а папа жил в старом потертом, значит, старой палатке, и с деньгами было плохо. This is all in Southern California. Все это в Южной Калифорнии было. And so with a mother that grew up wealthy and a father that grew up poor, I had what you call champagne taste and a beer bottle pocket. С тем, что моя мама была богатой, а мой отец был бедный, у меня в моем, значит, получился такой коктейль, как будто бы шампанское разбавили или добавили в бутылку из-под пива. And on top of that, I was a very precocious child. And this is just a fact. They tested my IQ when I was very young, and it's incredibly high. And this is not I'm afraid to share this, but it's the truth. Я немножко смущаюсь, должна отметить, что в моем детстве они проверяли даже мой IQ, у меня он был очень высокий. This led to the belief that I should be able to solve my problems myself. И у меня тогда из-за вот этих предрасположенностей, то есть высокого IQ, было ощущение, что я могу справиться со всеми своими проблемами сама. I made and sewed all my own clothes when I was growing up because I wanted to wear designer clothes. So I learned a sewing machine. Я научилась, как шить, и носила вещи, которые сама себе сделала, соответственно, шила или связала. Вот. Потому что мне очень хотелось носить дизайнерские вещи. So I wore handmade versions of Chloe, Armani, Halston,
and these kinds of designers with high heels to high school. Я копировала, делала собственными руками вещи, которые были похожи на Армани и такого плана дизайнеров. Хлои и носила вот очень, как сказать, high heels имеется в виду, это такого модельного вида, значит, модельного вида одежду, когда ходила в школу. I went to Princeton University, where I attended school with Michelle Obama, Jeff Bezos, Elena Kagan, and Sonia Sotomayor. Я ходила в университет, в школу, в которой ходил Мишель Обама и еще несколько известных американцев. When I graduated from Princeton, I went to New York City and worked in a bookstore as a cashier where I earned $8 an hour. Когда я закончила обучение в Принстоне, я пошла на работу, соответственно, в магазин, где торговала, где была, значит, человеком на кассе и зарабатывала $8 в час. Other friends of mine from Princeton went to go work for banks and made a lot more money. Другие же люди, которые заканчивали со мной Принстон, ушли работать в банки, зарабатывая гораздо больше, чем я. I wanted to be a painter, and I took low-paying jobs because I thought that I needed all my brain power to paint. В тот момент я думала, что я хотела быть, вернее, я хотела в тот момент быть художницей, и я думала, что мне потребуется вся мое умственное напряжение или вот весь мой умственный запас для того, чтобы рисовать, а не работать с высоким напряжением. Looking back on it, it was unnecessary. I have been an under-earner for my adult life. Сейчас я могу сказать, что это было не нужно, и я была недозарабатывающей, поэтому на протяжении всей своей взрослой жизни я считаю себя, значит, что я недозарабатывал. I lived in a dark apartment in New York City that was only $150 a month, but I had trouble paying the bills. Я жила в Нью-Йорке в темной квартире, которая была $150 в месяц, но и ее мне было сложно содержать. By a fluke of luck, when I had my first exhibition, I was reviewed by the New York Times with my picture on the cover of the art section. По великой, как она говорит, по великой удаче на ее первой выставке на нее обратил внимание New York Times. Because of that, I sold all my paintings and suddenly I had cash in my pocket. Из-за того, что такое издание осветило ее выставку, она продала все свои работы, и у нее появилась наличка. It was literally cash in my pocket. I had a stack of $100 bills this high. У меня вот это была буквально котлета из денег, 100-долларовых купюр, которые вот, она показала, как это выглядело. I spent it on my boyfriend, going out to dinner, and some designer clothes, and it was gone. Да, я потратила все эти деньги на своего молодого человека, на то, чтобы выходить в
ходить по ресторанам, накупила вещей, и скоро эти деньги закончились. My luck as a painter selling work had run out. В тот момент я потеряла вот эту вот удачу продажи своих работ как художница на рынке. I was physically sick and had also developed a drinking problem. Мне было плохо, физически заболела. Также у меня развилась проблема с алкоголем. I told my doctor I wanted to stop drinking. И я сказал своему доктору, что я хочу прекратить пить. Which I did, but then the credit card companies started calling me, so I was still miserable. В тот момент я смогла прекратить благодаря доктору, но на меня стали наваливаться, значит, компании, которые взыскивали по долгам кредитных, по долгам кредиток, и я чувствовала себя ничтожно. At the time that I came to Debtors Anonymous, I had 4 credit cards, and Citibank called me about 3 times a day. На тот момент, когда я обратилась к анонимным должникам, 4 кредитки у меня было, и Сити, крупнейший американский банк, звонил мне 3 раза в день. I went to my first DA meeting in the fall of 1992. Я пошла на свою первую группу осенью 92 года. I heard the message, don't debt one day at a time. Я услышала такой призыв, что не занимать долг один день, всего лишь один день, программу одного дня. I didn't understand this message because I thought if I had a bill due on Friday and I didn't have the money, that I would debt on Friday. Я не совсем поняла этот позыв. Если, например, мне было необходимо оплатить свой долг или вот счет на оплату до, например, пятницы, то мне именно в пятницу надо его оплатить, что пришлось, для этого приходится брать в кредит. The people at DA told me to get down on my knees and pray for the willingness to earn. Да, в анонимных должниках меня попросили участники программы, что встань на колени и молись, чтобы у тебя появилась готовность заработать эти деньги. Now I own this beautiful house that you see, and I still pray for the willingness to earn. В настоящий момент вы видите дом, в котором я сижу, это мой дом, но я все равно постоянно молюсь о готовности. My first job in Debtors Anonymous, I was a cashier at a French cabaret drag queen nightclub called Captain Banana. Значит, моя первая работа, которую я обрела в анонимных должниках, это кассир в ночном клубе с интересным названием «Капитан Банана». I learned something very important at Captain Banana. Я кое-что важное поняла в «Капитане Банана». Like your readings about under-earning, I resented that I had to work at Captain Banana with an Ivy League education. I was mad. Для меня важной находкой стало то, что я чувствовала себя злой из-за того, что с таким прекрасным образованием мне приходится работать вот в этом клубе, в ночном клубе,
с образованием из Принстона. The drag queen act was called L'incroyable. L'incroyable. Okay, so can you express it in different words? The drag queens, their act was called The Incredibles. In French, it's L'Incroyable. Okay. Одно из событий, действий в этом клубе было под названием, французским названием, которое означает, то есть не, как это правильное слово, incredible, замечательный, какой-то огромный, да. It's important to get the visual on this. There were three, two tall and one short, very fat. Для того, чтобы понять, как это выглядело, вот представь себе следующую историю. Значит, два взрослых дядьки и один маленький, взрослых накачанных и один маленький и толстый. Lots of makeup, lots of feathers. Да, очень много, значит, нанесено на себе косметики и очень много перьев. They complained to the manager that I was depressing and I should be fired. И они, значит, жаловались на меня, моему менеджеру, что я была в депрессии, что меня надо было, или я как-то, депрессовала, и меня надо было уволить. Они жаловались на руководство. I was about to lose the only job that I had and the only way I had to make money because of my resentment. И я могла в тот момент потерять единственную работу, которая меня кормила, из-за своего резентмента или продолжительной обиды. So I went home and made Christmas cookies and put them in little packages and brought them to work as Christmas gifts. Да, я поехала домой и наделала печенюшек к Рождеству и запаковала их в коробочки и понесла на работу. I gave cookies to the cook, the dancers, the barmaid, the hostess, etc. Я дала их всем моим коллегам, это и повару, и танцорам, и всем тем людям, которые с которыми вместе работала. So Leia and Koyab was very happy with the cookies, and they invited me out to the most famous gay bar in New York called The Monster. Мое вот это шоу, про которое я говорила, они очень обрадовались вот этим печенюшкам, и они пригласили меня в наиболее известный гей-клуб в Нью-Йорке, который называется «Монстр». То есть это все было гей-клубы. I pretended to drink alcohol all night. I wanted them not to be suspicious of my not drinking. Да, я, как это сказать, я притворилась, что пью вместе с ними, вот, чтобы они не заметили, что я не пью во время вот этого визита. And so then Leon Koyab liked me, the drag queen act liked me, and they said, Marie, you have such beautiful legs, you should be in the show. We will sew you a G-string and you will be in the show. Настолько она им понравилась, что они предложили ей: давай ты с нами тоже будешь выступать в нашем шоу. Мы тебя специфически оденем, у тебя такие красивые ноги, чтобы ты могла выступить. And then we were all friends, and my luck was that the dinner theater closed before they finished the costume, and I never had to be in the show. 20 минут. 20 minutes passed. I will translate. И моя удача была в том, что
Это значит, событие закончилось быстрее, чем мне пришлось выступать. So the Debtors Anonymous lesson I learned was that having a good attitude is everything, because then I suddenly liked working at Captain Banana and I had fun. То, чему я научилась в анонимных должниках, это позитивному мышлению или позитивному настрою, что если мне в какой-то момент даже нравилось работать в «Капитане Банана» или «Капитан Банан», да, потому что это, собственно, формировало, помогало мне справляться с этими неудачами. 30 years have passed since my job at Captain Banana, and I have been in Debtors Anonymous since then. And I met Zoya many, many years ago. 30 лет прошло с тех пор, когда я работала в «Капитане Банана». С тех пор я не покидала анонимных должников и встретила Зою много лет назад. I owe everything I have to Debtors Anonymous. I am an artist and I sell my paintings and I exhibit internationally. Я должна всем анонимным должникам. В настоящий момент я художница, международно выставляюсь, продаю свои картины, и этим и живу. I own this house and I also own a studio in an old screw factory building. Я владею этим домом, также у меня есть студия. Студия моя в старом промышленном здании, бывшем промышленном здании. Today is the last day of a big exhibition of my paintings in Venice, Italy. Сегодня завершающий день моей выставки в Венеции, в Италии, которая сейчас проходит. Also, I am now an employer and I have 8 employees and I pay them all a living wage. And if they work 30 hours a week, I give them full health insurance. В настоящий момент я также являюсь бизнесменом. У меня 8 человек работают на меня. Я плачу им конкурентные зарплаты. И если они работают больше 30 дней на меня, то получают еще и страховку медицинскую. All of this has been possible, I believe, because of sticking to don't debt one day at a time. Все это возможно только благодаря тому посланию, которое я услышал в анонимных должниках, только один день не занимать. I don't borrow money from anyone. Я ни у кого не занимаю денег. I have lived on cash since 1992. Я живу на наличные, то есть не занимаю с 1992 года. The exceptions have been when I have taken what is known as a secured loan, and I'd like to explain to you what that is. Исключением являлись только те моменты, когда я брала долги обеспеченные. Я сейчас вам немножко объясню про это. I have a good example. У меня очень хороший пример. Or not so good. Или не очень Okay. хороший. Say I need $100. Например, мне нужно $100. I say to my friend, hey, Zoya, if I give you my headphones, which are, well, they're used, but pretend they're new. If I give you my headphones that are worth $300, will you give me $100?
То есть, например, если мне надо было $100, я могла бы обратиться, например, к Зое и говорю: слушай, вот, Зоя, у меня есть мои наушники, может быть, они немножко использованы, но стоили они изначально $300. А Зоя, ты готова дать мне $100? Will you keep my headphones until I'm able to give you back your $100? Ну, ты держишь у себя эти наушники, пока я не смогу вернуть тебе вот эти $100. I followed this plan exactly. И я возвращала. So if I wanted to buy a fancy pair of shoes that I like, I had to save up my money instead of buying them on credit. Например, если мне хотелось купить какие-нибудь крутые туфли, я начинала откладывать вместо того, чтобы занимать. In order to do this, I had to get a spending plan. И для того, чтобы попробовать подобное сделать, мне нужен был план расходов. So if my clothing plan was $50 per month and the shoes cost $300, I had to put $50 in an envelope for 6 months to get the shoes. Например, если у меня в плане расходов $50 было в качестве того, чтобы откладывать на новую одежду, то для того, чтобы купить туфли за $300, мне надо было 6 месяцев это откладывать. You get the idea. Then I have to say to myself, is it worth not buying anything of clothing for 6 months just to get the fancy shoes? И таким способом вы имеете понимание. Вот, например, у меня мог возникнуть в тот момент вопрос, а надо ли было мне вообще ничего из одежды не покупать на протяжении 6 месяцев, чтобы купить такие крутые туфельки, но больше ничего не покупать при этом. And sometimes it was. Ну, иногда так и было. So the message isn't to buy only things you don't want. The message is that I plan ahead. Основным в этом сообщении является не то, что покупать вещи, которые вам не нужны, а покупать вещи, которые спланированы, или когда планируете свои расходы. Now, obviously, I didn't pay cash for this house. That I got a mortgage for. Но я не смогла бы, например, оплатить свой дом, в котором сейчас живу, с наличности, поэтому, ну или с накоплений. Поэтому я брала на него ипотечный кредит. It's a secured loan because if I don't make my mortgage payment, the bank will take my house away. Да, это обеспеченный долг, то есть если я не смогу выплачивать очередной платеж по ипотеке, то банк заберет его себе. I think I've covered what don't debt a day at a time is. If I think I'm going to debt in the beginning of DA, I had to go get a secured loan. Наверное, я немножко поподробнее смогла раскрыть тему относительно того, что означает не брать в долг только сегодня. То есть, если мне надо было что-то купить в этот период, то в начале моих дней, когда я стал присутствовать на группах анонимных должников, то мне надо было какой-то обеспеченный кредит получить под это. And the last tool I want to speak of is the importance of having what we call a prudent reserve, no matter how humble. Еще об одном инструменте, который анонимных должников, о которых я хотел проговорить, это о накоплениях, о формировании неприкосновенного запаса, вне зависимости от того, насколько он большой или маленький. After Captain Banana, I got a job
working for an art dealer. После капитана Банана я устроилась на работу в компанию, которая занималась торговлей предметами искусства. One day I received a phone call that my mother had a heart attack in San Diego. В один день, когда я уже устроился на работу, мне позвонили и сказали, что у моей мамы, значит, сердечный приступ где-то в Сан-Диего. I had $2,800 in prudent reserve, and I left my job in New York and flew to San Diego. А у меня на тот момент было $2800 в моем неприкосновенном запасе. Я сразу же смогла вылететь к моей маме, прекратив работу в этой компании из Нью-Йорка в Сан-Диего. Это на другой, то есть это с западного, вернее, с восточного на западное побережье. То есть через всю Америку прилетел. My job did not pay vacation days, but I was able to stay in my mother's hospital room for 1 month while she recovered. Моя работа не возмещала мне затрат, связанных с, значит, с отпусками, поэтому вот эти деньги пришлись очень в пору. Я целый месяц находилась в больнице у моей мамы. I saw that I used poverty as an excuse to say no. I'll give you an example. If my family asked me to come home for Christmas, I could say, no, I don't have the money. Я раньше использовала, значит, как отмазку то, что я была бедной. Вот, это была отговорка такая. Например, мои родители могли позвать меня прилететь на Рождество, а я говорила нет, у меня нет такой возможности, денег нет. Having no money is much easier excuse than saying, no, I don't want to. Не иметь денег или отсутствие денег всегда очень более простой для меня, более простая причина не приехать, вместо того, чтобы сказать, что я не хочу, просто сказать, что у меня нет денег. Having very little money makes life easier in many ways. If you don't want to ever say, no, I don't want to, you can always have the excuse, no, I don't have enough money. Да, это всегда более просто ответить, слушай, у меня нет денег сейчас, чтобы приехать, чем сказать то, что я не хочу приезжать. Now I have to learn to say, no, I would not like to do that. And I have no excuse except for I don't want to do that. Но теперь же мне приходится учиться, или мне пришлось научиться говорить, что нет, я не хочу это делать, потому что не хочу. У меня нет возможности сказать, что у меня денег нет. I prefer to stay home. И, например, для меня выбором является не ехать, а остаться дома. So there are more uses to having a very little money than I understood in the beginning. Для того, чтобы быть бедной или не иметь денег, у меня было много причин, как я могла это использовать, чем я думала вначале. I had to grow up and take responsibility for myself. Мне пришлось стать взрослой и взять ответственность за саму себя. I think that's all my message. I'm really excited to hear from you. Да, благодарю вас за то, что послушали меня. Это все, что я хотел, наверное, сказать. I have one more thing, though.
I can only do this with a belief in a power greater than myself, and prayer helps me to carry out the difficult actions I need to make. И несколько моментов, которые хотелось бы в завершении добавить, что все это я делаю только с посылом, что есть, я верю в силу более могущественной, чем я, и что я обращаюсь к ней, когда мне сделать приходится что-то сложное. Thank you. I look forward to hearing your stories. Да, Goodbye. я буду рада услышать ваши истории. Mary, if you can switch your voice off, then Zoe will continue translating for you. Мэри благодарит вас всех за то, что послушали. Благодарю. Огромное спасибо.